создавая для незрячих этот доступный мир, я стал понимать, что не обязательно, чтобы этот мир присутствовал в твоей жизни. Все то, что есть, это какие-то силы, которые тут как-то взаимодействуют, и я в них как-то присутствую, но все считывание делает мой мозг. Вот мой датчик, вот мой мозг, и он так это воспринимает. Какая разница, буду ли это делать через телефон визуально или аудиально, если я смогу создавать свой мир? И вот эти все аудиальные, визуальные вещи, которые мы позволяем создать пространство, я не знаю, как слепой видит мое приложение, я не знаю, как слепоглухой видит нашу коммуникацию с ним, через что он ее чувствует. Да? Я знаю, через какие сигналы я ему это передаю, но я не понимаю, как он их воспринимает. У него есть свое представление об этом пространстве, в каком-то цвете, в каком-то объеме, в каких-то вещах. И я сейчас их включаю в социальное пространство, в социальное общество, в наш сегодняшний мир. Глобальная цель – улучшить жизнь незрячих людей, сделать доступным ее, эту жизнь в профессиональном, социальном смысле, чтобы они могли получить доступ к тому, что получили мы. Я читал об том, как живут слепоглухие люди, узнавал об этом, ну и общаются они или при помощи тифло-сурдопереводчика, который рядом сидит, через общение жестового языка глухих, через руки, или при помощи такого небольшого устройства, такой компактный такой компьютер, там точечки выскакивают на брайле. Ну и стоит эта штука там $3000. Да любой человек, глядя на эту вещь, может сказать, но не может эта штука стоить $3000. Ненормально. Вот. При условии, что это единственная коммуникация с миром. Но я и подумал, займусь-ка этим. И постепенно все сошлось к тому, что нужно было перевести вот эту рельефно-точечную форму, тактильную, в какую-то другую форму. И я бы не сказал, что это было какое-то осенить, вот я там сидел, яблоко упало. Нет, это понятная была вещь. Уже вот был какой-то предел, что ну вот все варианты испробованы. И просто нужно было перешагнуть в другую форму. И так получилось, что это была перчатка. Давайте попробуем ее. Я вам сейчас расскажу, как она работает. Одевайте на правую руку. Вы правша? Так, да. Если мы говорим про набор текста, то делается он следующим образом. Прикосновением кончиком пальца к ладони, вот таким вот обычным прикосновением, вы вводите одну точку. Шрифт Брайля состоит из 8 точек. Как комбинация определенных точек означает определенную букву. Например, вам нужно ввести букву А, вы делаете одно прикосновение и затем касаетесь большим пальцем кончиком указательным. Вот это один, а где два? Вот это один? Прикосновение этим пальцем Так. к ладони – это первая точка. Так. Прикосновение этим пальцем к ладони – вторая. Это один, это два, это три. 3 – это прикосновение, вот это. 4, Вот это 5, вот. да, Вот да. Я, Это будет шестая у нас. Ой, как для меня это сложно. Ничего, давайте попробуем. Это, Сейчас я включу. Давайте мама напишем. Хорошо, давайте, мама. Один. Угу. Сейчас, 3. подожди, это 3 три. и 4. Хорошо. Зафиксировать. Отлично. Мама. Еще раз попробуйте, не появилось почему-то. Поняла. Сейчас давайте снова. Один. А теперь, чтобы это отправилось на экран, здесь все это увидели, нужно коснуться указательным кончиком и большого пальца. Не вот здесь вот. Угу. ММЦ. Ну, почти. Я решил вас не поправлять. Почти. Ну ладно. Ну, опять-таки, практика. Практика, да. Ну, скажите, вы чувствуете обратную вибрацию при каждом прикосновении? Да. Да, это вот как раз-таки нужно для обратной связи самого слепоглухого человека с тем, что он действительно прикоснулся, да, что контакт прошел, Да, что вы он правы, поступил. Евгений, Да. ваша вот это. Так, ну что, теперь я попробую вам что-то сказать. Привет. Привет. Программа распознала то, что я сейчас сказал, но вы можете это прослушать, так как, ну, если мы говорим про слепоглухого человека, он уже должен понять, что говорят, то вам нужно коснуться вот здесь вот кончиком большого пальца. Вибрации вот здесь будут идти, да, у вас. Они будут идти здесь, здесь, здесь. Чувствуете? Я Да, я вот эти, вот, Да. я понял, фалангу. По фалангам, да. Так. Эта перчатка используется не просто для того, чтобы ее носить. Поэтому получается, что перчатка должна быть
сделано под заказ, под размер руки человека. Соответственно, ну, это штучное производство. Любое там, чуть-чуть у нее там, короче палец, там, да, сразу перчатка не подходит, и человек не может там, ей пользоваться, не может нажимать на кнопки, не может функционировать с ней никак. Это Perkins Case, это устройство, которое прикрепляется к мобильному телефону и позволяет также говорить как с перчаткой, разговаривать со зряче слышащим. С этим устройством достаточно проще, оно не требует вот этой технологии пошива, потому что здесь просто напечатали корпус, вставили плату, закрыли крышку, включили, подключили к телефону, пользуемся. Простыми движениями пальцев пишется текст, легким нажатием он озвучивается, который человек хочет сказать, но не может сказать. Вот. И также он воспринимается. Вы что-то сказали, программа распознала речь, и приложив пальцы на эти же кнопки, которыми он набирает, он, чувствуя вибрации, воспринимает то, что вы ему сказали. Ой. Так. Попробуйте, давайте вот вы попробуйте. Скажите, нажмите «Начать диалог». Лена, привет. Классные успехи. Теперь вам необходимо нажать 7 плюс 2 для того, чтобы начать слушать это сообщение. 7 плюс 2, то, что вы обычно нажимаете. Я поняла. И сразу положите все пальцы, чтобы когда вы начнете Да-да-да, слушать. чат. Ой. Ой, Федор, все это... Все непросто. Да, не просто. Для меня не просто. Я уже... После В, Е, Т, я сразу поняла. Привет было слово. Правильно, да. Вот, понимаете, практика, только не сразу у меня вот это еще, ну, не может еще пальцы, как это так, они обалдевшие. Что вибрация какая-то поступает. Да, а вот это, вот именно последнее, вот Б, хорошо, я это поняла, ну просто я не могла, вот это, а потом уже Е хорошо, и потом пошло вот это Т, Да. и я это, говорю, наверное, слово было привет. Почему я спросила, говорю, почему закончил? Я говорю, а что такое вет? Это и получилась у меня просто догадка, честное слово. Так это так и нормально для... Нет. А как она называется, вот такой приборчик? Perkins Case. Perkins от слова изобретателя этого. Да. Кейс это как чехол на телефон. Чехол на телефон имени Перкинса. Не, молодцы. Да вы что? Молодцы. Старайтесь. Еще надо Супер. работать. Эффективность этого тестирования очень низкая, потому что мы тестировали с незрячим просто человеком. С одной стороны, это хорошо, потому что он сразу дает тебе обратную связь своими словами, но он не находится в полном погружении и не понимает каких-то деталей, моментов, которые бы я хотел увидеть при тестировании, с которыми он столкнется. Тотально слепой глухой человек в этом случае идеальный тестировщик, но, к сожалению, вот его на данный момент не было. Кто-то в отъезде, кто-то в больнице, где-то еще. И реальных слепоглухих, я видел там 4-5 в своей жизни, которых мне приводили. Кто-то живет в отдельном доме далеко, кто-то боится выходить и с кем-то общаться, кто-то не хочет публичной какой-то связи, да, с миром. Например, есть родители, у них есть тотально слепоглухая девочка, но они не хотят, чтобы она где-то светилась, выступала. Это ее маленькая собственная жизнь, которую ей устроили. И они не против что-то тестировать, узнавать, но не хотят об этом говорить. Вам есть слепоглухие? В Китае? Да, есть, конечно. Они есть везде, в любой стране. Вообще любой человек слепоглухим. Конечно. Это может случиться в любой момент. Да. Вот если брать всех тотально слепоглухих нашей планеты, их там около 7 миллионов, судя по статистике, половина из них, больше половины, на чуть-чуть, это люди за 70 лет. То есть люди пожилого поколения, которые ослепли и получили осложнение на слух.
вот им гаджеты давать какие-то новые, ну, даже не интересно, это, они не будут этим заниматься, они уже не в том состоянии возраста для того, чтобы все это изучать, внедрять, и там единицы людей, которые проявляют инициативу. Соответственно, 7 миллионов пополам за 70, оставшиеся, да, до 35, до 18, это вот до 18 лет это, по-моему, около 17% всего тех, кто находится в таком состоянии. То есть и от тех 17% делим пополам, из них половина аутичная, половина нет. То есть там остается достаточно небольшое количество людей, с которыми реально можно работать. Да. Вот эта кнопка 7, он должен узнать. Удержать кнопку 7 и нажать кнопку 3. И он сразу может начинать писать. Угу. Он пишет, да. И у него получается при, в, привет. Скажите, что у меня получилось слово привет. Да, Пускай он напишет что-то еще. Нажмет 7 плюс 3 и напишет что-то еще. Предложение из 3 слов. да, сейчас попробуем. Он говорит. Угу. Так, круто. Ну, все кнопки знают уже. Как дело? Дело. Павел Юшкин, да? Угу. А вы мне скажите просто маршрут. А я не знаю, как Хорошо, это сказать. скажите, он хорошо говорит. Угу, неприятно. А как то кто это сочинил? Я сочинил? Да? Да. Почему вы сочинили? У вас есть слепоглухие родственники? Нет. Все? Ну нет для этого причины. Просто есть несправедливая ситуация. Я вижу, я слышу, они нет. Это нормально. Вам Бог послал такое желание сделать добро? Нет, фонд соединения послал. Написал статью, я ее прочитал. Расстроился. Разозлился, я бы даже сказал. И вдохновленный своим тщеславием побежал придумывать что-то, что я смогу. Первый раз я это осознал, когда спросил слепого, я сидел у него дома и говорил, это был незрячий человек, и сейчас не вспомню, с кем я об этом говорил. Я говорю, слушай, скажи, а вот, я наблюдал там, как он ходит, что он делает по дому, с чем сталкивается. Я говорю, слушай, а расскажи, вот как ты думаешь, вот что бы ты еще бы, может быть, хотел бы, чтобы мы что-то еще придумали там для тебя, там, как-то улучшили твою жизнь, что-то добавили? Может, какие-то пожелания есть? Ну, это же моя целевая группа. Он говорит, Федор, я не зрячий. Я не знаю, что у вас там происходит. Может, вы там на единорогах ездите? Я тоже хочу. Дай мне это. Но я не вижу и не могу сказать. Вот если бы я видел и сказал, так оказывается, это вот оно, почему я не могу этим пользоваться? А можно мне как-то тоже приспособить это для меня? Возможно, вот тогда бы я тебе сказал. А так не могу. Извини. И тогда я понял, что это моя работа. Моя работа в том числе искать и смотреть, и находить. Умение дело хорошо. Он разобрался, как прослушивать то, что ты написал. Он нашел эту комбинацию кнопок. Когда я их вижу, этих людей, зачастую они бывают намного счастливее, чем мы, поверьте. Они больше, чем радуются, больше, чем мы смеемся. У них больше поводов посмеяться и каких-то новых, веселых, классных моментов в жизни. Я рада, когда вот нам люди стараются помочь.
Ведь это здорово, понимаете? Это же... Вот я очень жалею, что у меня вот раньше такого не было. Это устройство, это настоящий переводчик. Он нужен нам. У нас еще одно устройство, на котором мы работаем, это планшет, планшет Брайля. Это устройство, которое будет выглядеть, ну, как iPad, примерно технически, и позволит тактильно трогать картинки вот в такой вот форме, и читать, и трогать. Сейчас мы с инженером проработали, мы постоянно прорабатываем новую техническую, технологическую вещь, и вот мы стоим, по моим ощущениям, очень близко на пороге того, что реально может работать. Это вообще будет революционная часть, потому что этого в принципе нет. Самое важное — это проблема, а уже рецепты, каким способом ты лечишь эту беду. Можно методом подбора, можно методом экспериментов. Вот. Ну и, конечно, чтобы ее видеть детально до конца, лучше присутствовать среди своей аудитории, нужно этим жить, нужно заниматься. Так как мы постоянно с ними общаемся, тестируем устройства, мы их видим. Нам не сложно, потому что мы видим вот насущная проблема, вот такая, надо ее решать.